Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. В этом видео поделюсь с вами секретами комбинированного маникюра. Этими лайфхаками может пользоваться и новичок, и мастер с опытом. Смотрите видео до конца, чтобы узнать все. Поехали! Первое. Перед работой аппаратом тщательно уберите все склейки кутикулы с ногтем. Вы уберете часть птеригия, не будете так много работать фрезой по ногтевой пластине, а значит с меньшей вероятностью появятся пропилы. Аккуратно круглой стороной пушера под углом 30 градусов приподнимаю кутикулу и прямоугольной частью вычищаю птеригий, совершая небольшие движения. У нас уже практически чистый ноготок, и нам не нужно будет много работать с аппаратом. Приподнимать кутикулу вы можете как апельсиновой палочкой, так и пушером. Палочка лучше справляется при сильно налипшей кутикуле. Такой сухой маникюр просто незаменим, если вы новичок и только учитесь работать аппаратом. Аккуратно работайте пушером в синусах, делая скругляющие движения, чтобы его не поранить. Второе. Не бойтесь высоких оборотов. Если аппарат слабый и вы считаете, что на низких оборотах вы не пропилите ногтевую пластину, то вы ошибаетесь. Насадка будет тормозиться, зарываться в покрытие, образуя борозды и пропилы. Скорость при мощном аппарате должна быть приблизительно равна 15-17 тысячам оборотов. Если аппарат у вас более слабый, то, возможно, скорость на регуляторе мощности будет стоять выше. Ориентируйтесь по звуку, который издает ручка микромотора. Третье. Все движения короткие, прерывистые, не длинные, по 3-4 мм. Чем длиннее движение, тем глубже насадка в ногте, а значит пропилы. Пропилы! Насадка у меня вращается по часовой стрелке, положение forward, значит работаю влево. Мои движения должны быть легкие, счищающие птеригий, не давим на ногтевую пластину. Когда вы будете совершать длинные движения, насадка будет пропиливать боковые стенки ногтя. Это провоцирует трещины в точках роста, а также скручивание ногтей. Четвертый лайфхак. Оттягивайте кутикулу клиента своим большим пальцем, для того, чтобы вся обрабатываемая область была видна. Не держите палец в статичном положении. Располагайте его так, чтобы вам было все видно. Я беру палец указательным и средним, а большим пальцем с ногтя натягиваю кутикулу для того, чтобы она приподнялась. При обработке левой боковой пазухи поворачиваю палец на бок и, соответственно, наоборот, при обработке правой также поворачиваю на бок. Постоянно вращаю ноготь клиента, чтобы мне было видно обрабатываемую поверхность. При обработке правого синуса делаю верхний захват и указательным оттягиваю кожу по диагонали. Если держать палец только в статичном положении, обработка не будет такой тщательной, возможно, появятся слепые зоны, в которых вы не увидите остатки кожи и птеригия. Пятое. Упор мизинцем. Сделайте опору на него и держите уверенно рукоять аппарата. Рукоять держу точно так же, как и ручку, низко. Мизинец отвожу в сторону и обязательно делаю опору или на себя, или на ноготь клиента. Поставьте его туда, где вам будет удобно. Это очень важно. Без опоры мизинцем насадка будет сильно углубляться в ногтевую пластину. Каждое движение будет микроударом, а соответственно пропилом ногтевой пластины. Шестое. При обработке кончик ногтя немного приподнят вверх. Для того, чтобы свет попадал под кутикулу, мы видели, с чем работаем. Не нужно делать темные пещерки. Я всегда приподнимаю ноготок немного вверх, для того, чтобы свет попал под кутикулу, и мне сразу видно, птеригий еще остался или нет, что мне нужно доработать.
Если опустить палец вниз, то создается тень. Посмотрите, какая тень, если опустить ноготь вниз. Седьмое. Работайте щеткой. Она поможет понять, где пыль, а где птриги. И никогда не дуйте на руки клиента. В работе использую такие щетки, одеваю ее на безымянный палец, как колечко, и выполняю длинные движения вверх, чтобы кутикула приподнималась. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться к обучению и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов для начинающих и опытных мастеров по цене одного, с получением сертификата. Теперь они доступны по всему миру. Для подробной информации переходите по ссылке в описании. 8-й лайфхак. Перед срезом пройдитесь под кутикулой бафом. Поверхность станет гладкой, вам будет проще выполнить срез, а также гель-лак в дальнейшем равномерно ляжет, без затеков. Бафиком захожу четко под кутикулу и совершаю длинные движения. Но не перестарайтесь с бафом, поверхность все-таки должна быть зашлифованная, а не заполированная. Проверьте, насколько вы хорошо обработали и раскрыли карман при помощи пушера. Снова прямоугольной частью провожу под кутикулой. Если пушер нигде не стопорится, не останавливается, значит кутикула полностью отделена, карман чистый, и я могу приступать к срезу. Это очень удобное упражнение для проверки чистоты маникюра, особенно для новичков. 9-й лайфхак. Не видите зону среза? Опустите кутикулу на ногтевую пластину. Ваша задача идти по границе между розовой частью заднего валика и белой полосочкой кутикулы. Располагаю лезвие кусачек под кутикулой и срезаю небольшими шажками по 2-3 мм. Можно приподнять кутикулу, вы увидите точку среза и дальше продолжить. В случае, если кутикула очень грубая, вы можете нанести размягчающий ремувер для кутикулы, чтобы она стала мягче. Подписывайтесь на мой инстаграм, там вас ждет еще больше полезной информации. И 10-й лайфхак. Зашлифуйте или заполируйте кутикулу той насадкой, которую ее приподнимали, либо используйте силикон-карбидную фрезу. Неудобно в обычном положении, отверните руку клиента. Для того, чтобы валики были более блестящими, нанесите на силикон-карбидную фрезу дезинфектор для рук. Шлифовку произвожу в положении forward, совсем небольшие обороты, 5-7 тысяч. Движение в обе стороны. Понравились лайфхаки? Ставьте свои пальчики вверх и подписывайтесь на канал. Тут я рассказываю все секреты маникюра. Всем успехов! Пока-пока!